Блин, работаешь на вокзале, не знаешь, где машины забирать. Вокзал всегда чем-то воняет. Чем воняет? Поездами. Вот от чего этот запах? Здрасте. Это где я живу? Да. Внизу смотреть там. А он не умеет на ней передачу включать. Вот Вака дрочит. Включил передачу? Она такая громкая. Все, приехала малышка. С сегодняшнего дня начинается вечеринка. Вот чем поезда так воняют? А зачем уголь, брат? Вот брат, тепловозы. Тепловозы еще существуют на углях? Печки. Офигеть. Ладно, вылазь. Пипец, у тебя рука грязная, блин, открыл машину. Слушай, она вся грязная. Ну что, шлифованная у нас. Шлифованный друг мой. Шлифовщик. Мы очень долго собирались это сделать, чтобы прислать машину в Ростов и поехать на ней в Сочи. Это был третий раз? Не, я думаю, так с 4-го раза получилось. То у меня что-то не получалось, то у Паши. Ну и вы все равно меня швырнули. Ну это у тебя теперь не получилось. Ну это... А у нас получилось. Когда у вас не получалось, вы переносили, а когда у меня не получилось, вы решили похуй. Походу, братан, тебе придется выйти, знаешь? Давай. Потихоньку, вот так потихоньку ровно. Потихоньку, очень потихоньку. Все, прошел. Ровно. Давай. I needed some shit with some bop in it. I flew past the whip with that blunt in my mouth, watched it swerving. That whip had a cop in it. My bitch got good pussy, fly her across the country. I finished the show and I hop in it. I got me a milli, I did it legitly. I'm still with the shits, I'm a hot nigga. Oh, you asking for pictures with niggas? Ну что, у нас начинается подготовка к Сочи. Сейчас будем мыть тачку, мыть днище, потому что она в московской грязи, а она нам сейчас не нужна, тем более со всеми этими вирусами. Надо, короче, ее смыть от московской грязи. Со мной Серега. А слышишь, Half-Row жив? Не, вообще? уже все. Все уже, да? Уже Движуха ушла? такое, да. Расскажи, как тебе Я машина? обожаю эту машину. Она очень Обожаешь? красивая. Да, мне нравится, как она на фотографиях смотрит. А, ну ты свою выгоду в этом видишь, да? Тебе не нравится, как она едет, тебе нравится, как она смотрится. Мне нравится. Да, я понял. Естественно, если вы в Ростове и вы любите свою машину, то вы должны ее обслуживать только в этом детейлинге, потому что тут даже есть вот такой подъемник. И можно что кайф делать с машиной. Второй раз за день МК висит на подъемнике, но теперь просто меняют колодки. В М-сервисе. Как дела, расскажи? Отлично. Как у вас с BMW меньше стало ломаться? Вот это не нормально? Так не должно быть, брат, так не должно быть, понял? Даже Ну, я это лагал. уже менять диск Даже я надо, да? лагал, знаю, понял? Я понял. Смотри, какой у него выворот, да? Я понял. Это нормальное явление, пацаны. Да? Это керамика, да. А вот это. И это тоже нормально. Ебать. Сколько еще этот диск поездит? Я думаю, что очень долго еще. Вот это все стоит очень много денег. Кстати, для тех, кто в танке, она белая. Спасибо. Он молодой еще. Как Лукашина. Вообще, это тут четкая копия Лукаша. Если бы Лукаша был собакой, он бы выглядел вот так. Аму, тебе привет, передаю с Мария за рулем Лукашиной тачки. Еду, не завидуй. Итак, на часах 2:41. Мы в Ростове, и я еду забирать с автовоза еще одну машину, которая поедет с нами в Сочи. И классно, да? Так бы каждые выходные. Да. Вот она. Из Дагестана. Посылочка еще одна. Я чуть позже расскажу, в чем секрет этой тачки. Она очень интересна. Да, это Цешка 205, но там...
Ну там есть один момент, брат. Правую руку проверьте. Сел? Замерз, брат, садись, иди. Вот они, все, мы готовы в Сочи. Завтра собираемся, едем. Вау. Это, если честно, просто нереальное чувство. Вот так забрать тачку, поехать на ней в Сочи. Это прям очень эмоционально, как будто съемки фильма «Форсаж». Это прям кайф. Жесть, что она такая громкая? На меня сейчас с дома что-то скинут, надо отъехать точно. Пипец. I had a block lock, but took a fall, now I'm off my feet. I gotta eat, so it's back to these fucking streets. And I will go, cause I'm an old timer. I bring the drama. Ну что, забрал я Пашу с аэропорта. Потихоньку наш составчик в Ростове собирается для поездки в Сочи. А Паша уже со мной в машине, но, естественно, я вам его не покажу. Подожди, а что значит собирается составчик, если он уже собран? Ну да, ну все то, что я снимал до сегодняшнего момента, это были сборы. Приехала М4, приехала Цешка там. Я вчера всю ночь катался. Ну, не всю ночь. Я знаю, меня директ взорвали. Тебе писали, да, что я... Да, писали то, что весь город В общем, не спит, эта потом- машина, тут настроена подвеска, мне кажется, идеально под дрифт. Она так легко это делает. Я вчера не мог остановиться. Я как будто под таблетками какими-то был, я тебе клянусь. Мне Артур говорит, ты что-то употребил? А мне, понял, еще жарко. Я в одной майке с открытым окном, а он сидит в капюшоне, ему холодно. А я не могу, меня прям колбасит. Короче, это слишком эмоциональная тачка. Ну вот видишь, какая разница? Подвеска одна и та же по сравнению с Да. тем сезоном, а настройка другая. Да, вот тогда она была очень острая, на ней было тяжело выставляться, вообще вот дрифтить, ее как-то сразу выкидывало. А сейчас она бесподобна, братан. Меня пугает мысль того, что я поехал в Питер тем летом на М4, и мне это понравилось, но я не хотел это признавать. И сейчас ты прислал ко мне эту машину, я на ней весь день покатался, и она мне тоже начинает нравиться. Мне это не нравится. Ну, ты знаешь, это в принципе нормально. Если тебе нравится М2, тебе должна нравиться М4. Тут вопрос в другом. Ты, наверное, боишься того, что тебе М4 начнет нравиться больше, чем М2. Да, но я М2 не придам, я думаю, что по-любому она должна быть. А там Обязательно. уже, может, и М4. Обязательно. Хотя с нынешним курсом вообще с ситуацией в мире. Слушай, кстати, а ты смотрел, насколько подорожали цены на М2? Нет, еще не смотрел. Ты смотрел? Нет. Ну, по идее, процентов они на еще- 20. Ну, посмотрим. Все равно пока возможности купить нет, так что заправляемся, едем Скажи в ему сотый, Сочи. пусть просто Сотый, да. Ну, уже закончился. Она жрет много. По пути в Сочи, в Краснодаре мы подхватим Эдгара на М2 и поедем с кайфом. красиво. А, вот. Да, 4. У М4, кстати, появился капот от CS. Я не помню, говорил я это или нет. Тут теперь есть дырочка. Ну, расскажи мне, что люди-то смотрят на машину? Короче, днем, когда я ездил, было... Вот это как ничего раз то, о особенного. чем я тебе А говорил. вечером, братан, все, в смысле, я тебе клянусь, я вчера едет опять передо мной, я понимаю, что там девочки. И я начинаю вот эту тему делать, понял, с тормозом. Я начинаю вот так за ними ехать, понял? Чтоб ты понимал, братан, они начали открывать окна и вылазить. То есть они уже сами были готовы сесть в эту машину. Я в смысле, мне кажется, чуть не женился из-за того, что ты мне прислал Блин, эту эта машину. штука реально работает, старик. Да. Она работает и в Москве. Просто жесть. В Эта Москве, машина- представь, таких машин ярких дофига. А для Ростова, ну то есть,
Мне кажется, это перебор. Люди не готовы такую машину видеть. То есть, реально, у людей, у некоторых едет крыша. Я тебе клянусь, вчера чувак подбежал, начал дергать ручку. Я не... Но согласись, то, что помимо окружающих людей, все-таки, когда ты сам за рулем этой тачки, крыша тоже немного едет. Вообще не хочется останавливаться. Правда, резина закончилась. Ну, блин, я тебе пипец как благодарен за пас хода 50. Страшные звуки BMW. Да, я тоже их не люблю. Благодарен. Вообще за то, что ты есть, братан. Да Ты ну, очень сильно прекрати. помогаешь в плане съемок контента. И... Так мне же самому это интересно и по кайфу. А как дорога, кстати, до Сочи от Краснодара? До Сочи от Краснодара, там серпантин нормальный. Тебе Ну, понравится? он не кривой, все в порядке, без ям. Ну, нет, там. Ну, вот ты кайфанешь, короче. Нет. Это просто, это самый лучший тайм-атак в моей жизни. Он очень потный. Нет, все, тормози. Это очень страшно. Это нереальные перегрузки. Я вообще не понимаю, как она залетает в эти повороты. Она... Стоп. А у нее, в смысле, тормоза не заканчиваются. Карбонокерамика, все просто. Я не могу, мне жарко. По-братски. Давай перерывчик сделаем. Я не могу, я тебе клянусь. Да нет, тормози. Тормози. Я не могу, отвечаю, мне жарко. Оп. Короче. На камере это все не передается. Я не могу снимать ровно. Но это просто. Тормози. I got shot. I always felt like I'd be shot. Are you afraid to die? Somebody tried to do me some harm. Or do you want to live forever? Because a lot of people don't like me. Tell me, what's wrong? They wanna bury me, I'm worried. I'm losing my mind. Look down the barrel of my 9 and my vision's blurry. Falling to pieces, am I guilty? I pray to the Lord, but he ignores me. Unfortunately, cause I'm guilty. Show me a miracle, I'm hopeless. I'm choking off marijuana smoke. With every token, it's like I'm losing focus. Falling asleep while I'm in service. When will I die? Forever paranoid, nervous because I'm high. С резиной едем. Братан, прекрасное настроение. Мы находимся в Адлере, в прекрасном городе, в городе-курорте, в Олимпийском парке, да, мы были или не были? Мы в Адлере, да. брат. Вообще классная обстановка, очень тяжело было сюда доехать. Нам говорили, что все закрыто, перекрыто из-за этого коронавируса. Но, как показывает практика, мы здесь, наши товарищи тоже с нами. Поэтому мы будем наваливать, жечь резину и приносить людям эмоции, братан. Ну давай газу, Мерседес. Пошла, родная, блядь. Жалко, что мне машина так не прет, но... Вон он, самый спортивный. У нас чисто, смотрите, на самом деле здесь находится 4 абсолютно разных автомобиля. Легендарная Supra, она на самом деле легендарная. Крутой переднеприводный Seat на механике на полусликах. Не менее крутая М2 на китайской резине. Цешка Stage 3 на всех этих ништяках, на гибридных турбинах. Не-не-не, прямо. Езжай, поехали вперед, брат, пожалуйста.
Ситуация. Рука на районе. Ситуация, братан. Ну это же прям... Мне кажется, он ее глушит, уходит, она все еще пукает. Bright skin, the color of bark. Clothes smelling like trees, sticking my heart from my boots and weeds. My bleeds right back in the arm. Scar, but I left my mark. My friend got cleaned and OD'd, life is just that dark. Clothes smelling like trees, sticking my heart from my roots and weeds. My bleeds right back in the arm. Scar, but I left my mark. My friend got cleaned and OD'd, life is just that dark. Дал, ибо натуре. Вот это качественный продукт, братан. Скажи. Контент. Baby, don't cry. I just gotta tell it like it is. Don't wanna see your tears. Baby, it'll be okay. Don't wanna see you cry, darling. No way. You just don't feel the same. I know what you're about. And I can't say that I don't love you anymore. And I'm sorry, but it just ain't working out. Ooh, I'm sorry, just ain't gonna work out. Just ain't gonna work out, boy. Ooh, I'm sorry, just ain't gonna work out. Брат, XXL есть? Что? Футболка XXL есть? Да. Держи. Слушай, братан, скажи, когда ты уже купишь свою М2? Да блин, ну видишь, пока что-то тяжко дается, если честно. Удачи тебе. Спасибо большое. Блин, Виталя, я капец как люблю твои видосы. Ну чё, когда Спасибо. уже М2 будет? Да, пока не знаю. Чё, давай футболку возьмем. Держи, конечно. Держи. От души, Виталя, Тебе удачи. спасибо. Спасибо. Cause it just ain't working out. Ooh, I'm sorry, just ain't gonna work out. Just ain't gonna work out, baby. Ooh, I'm sorry, just ain't gonna work out. Just ain't gonna work out. Доброе утро, братан. Как ты вообще? Охуенно, ебать. Бля, у нас шоу без мата вообще, знал? Извиняюсь. Нас дети смотрят. Ладно. Отлично, все получится. Короче, так как в Сочи дефицит с гостиницами, ну, в смысле их закрыли, мы сняли квартиру на 6 человек. Естественно, везде срач. Вот GDM-щики спят. Вообще, мы уже уезжаем, Серёдя. В смысле? Давай собаку сделаешь. Алексеевич спит с сестрой. Брат, он уже ничего не боится, мне кажется. Он в Сбербанке работает, ему не страшно. Как ты так гавкать научился? Да ладно. Гар, красавчик.
Давай, экскурсия по квартире. Программа по домам, нахуй. Офигеть. Да, действительно, такой вид. Что в Монте-Карло. Да, мы пьем только французское вино. Там море. Это Адлер. Все, короче, поехали. Сколько сил в ГТРе, братан? Сил 850 есть. Это Stage 3, что в нем еще? На турбинах он. Моды, кульки стоят. Коробка усиленная. Первая ППГ, вторая ППГ. И сколько примерно 100-200 поедет? Я думаю, низкие 5 должна ехать. Офигеть. Look, my niggas crooked though it seems. My every single thought is caught up in collecting cream. I'm made, nigga. Picture me dying in the blaze of gunfire. Will not retire till I'm paid. Turn the bass up high. When we fly by. Bitches blow me kisses. Niggas from Compton to Brooklyn. Come on, get your riches. From Crenshaw to 125 and do or die. Rolling with niggas from Long Beach to Long Че, брат, ехать можно? Да. Нормально? Как тебе, брат, цешка? Мне очень нравится. Так М4 или цешка? Я вот не знаю, чем я выбрал сейчас. А ты? А я что? М4 или цешка? Что Бог пошлет, брат? Хороший ответ. Съехал, Я понял? сразу не подумал. Так можно было. А он успел подумать, пока я у тебя спрашивал. Абсолютно верно. Я готовился за кулисами. Видели колесо какое? Так, сейчас я расскажу про C63 AMG Stage 3. Почему цешка, братан? Вот что тебе в ней нравится так? Выхлоп. Выхлоп? Да. И все? Первое. Ага. Молодцы, ребятки. Тут стоят турбины от Е63 212, правильно? 213. 213. И это считается Stage 3, это же по сути стоковые турбины. Или типа если уже заменил родные, значит Stage 3. Да, да. Турбины плюс коллектора. Офигеть. Она очень сильно едет. Ну, я так понял, реализация с нуля очень слабая. Давай попробуй. Два лепестка. Подтверждаем. Пошла. See, after drinking champagne all night, don't worry about a damn thing. You're mine, bro. I'm on my level, yeah. I'm on my level, yeah. I'm on my level, yeah. I'm on my level. So let me take one shot. По последним замерам 5,8, 5,7. 5,78, если точнее. То есть ты можешь, в принципе, на анлим заезжать на ней? Ну, можно так сказать. Это сколько тут сил получается с этими турбинами? Ну, сейчас примерно 750. То есть это такой режим больше городской. Но я думаю, что для злого режима это будет где-то 850-820 То есть под сил. эти турбины можно ее зашить еще сильнее? Да, надуть. И сколько она поедет? Секунд 5, да, поедет? 5,2 железно. Жесть. Сейчас, кстати, работает метанол. А, серьезно? Да. О, все. Уже мокро, уже зацепа нема. Где он? Сейчас я его... Слева. Не знаю. Вау, лах, какие они большие. Под капотом почти как сток. Ну да. Всё Ну, красиво. то есть, кто не знает, тот не поймет особо, наверное, что тут. Сколько вот стоило сделать Stage 3 на эту машину? Плюс-минус. Ну, почти миллион. Почти миллион? Да.
турбины, прошивка, пайп. И, кстати, диски на М4 такой же фирмы Рахана. Это же Ковка, правильно? Да. Американские диски. Виталий, Ау. вот твои ощущения? Очень. Мне нравится, что у нее такая динамика именно с 70, когда ты нажимаешь, как будто ты в какой-нибудь Audi RS6 с места нажимаешь, понял? Да. Вот если вторая передача 60 км в час, и мы нажмем пол, она просто забуксуется. Ну, то есть со светофора тяжело будет погоняться с каким-нибудь трамваем. А теперь скажи, что тебе не нравится. В этой машине? Да. Блин, вот я считаю, самое главное в машине это тормоза, вот самое главное. Тут не хватает карбонокерамики, это даже чувствуется. Я уверен, что потенциал у этих тормозов очень слабый. Да. Так как я люблю посносить жопу, непонятно как вообще. Мне кажется, на ней очень сложно это делать из-за очень сильного момента, из-за того, что это все-таки стейдж 3. Да. У нее нету какой-то золотой середины в плане надува. Она либо дует, тебя уносит, либо она не дует. Я ездил на ней в стоке. В стоке она понятная. То есть ты понимаешь, более что... стабильная. Да, ты понимаешь, что вот здесь вот она не улетит просто в 360. Да. А здесь, получается, ты отключаешь стабилизацию, и если у тебя резина не свежая или китайская, то сразу же пиши завещание кому-нибудь. Короче, да. Блин, как она тянет. Просто жесть. Просто ощущение, если бы такая мощность была на полном приводе, это другие ощущения. А тут ты чувствуешь, что тебя жопа прям толкает вперед. Вот это прикольно. Что она аж козлит, понял? Вот сейчас ты едешь на полуотключенной стабилизации, да. И глушится она. компьютер, да, он просто глушит, он не дает тебе возможность дать полностью. Вот эта тема мерседесовская. В цешках я замечал с 3-й на 4-ю, если ты рано переключаешь, она дергает, она хочет, чтобы ты выкрутил и переключил. Эту тему я заметил. Да. Уф! Брат, звук бомба. Но не надоедает тебе этот звук? Вообще нет? Вообще нет. На трассе отключаешь выхлоп, и он становится просто как стоковый. Да? Что вот можно еще сделать, чтобы она еще быстрее была? Просто усилить коробку и все. И уже будет быстрее? Да, 1000 сил. Офигеть. Слушай, а сейчас коробка сток, и она все это выдерживает? Коробка вообще? сток, мотор сток, все сток. Просто турбины тоже считаешь, что они родные. Такие же турбины стоят на Ешке-63, 213. А получается у нас начинка 213 Ешки. Да. Плюс прошитая, да. Там на Stage 2 и цешка легче, которая на 300 килограмм. Ага. Че? Знал, что у нас сейчас Е63 на Stage 2 заднеприводная и легкая? Е63? Да, вот эта машина, считай, та же Ешка 63, 213. Турбина. Почему? Из-за того, что турбины от Е63. Второй стейдж Е63, только в кузове C. Да, круто, да? Слушай, слушай, смотри. Я себе какую-нибудь колонку охуенную поставлю, в дырку сделаю, Виталий, багаж. а ты чувствуешь, как машина дорожает? Конечно, она шатается. А она сама переключилась, это она обезопасилась, да? Да. По серпантинам на C63, Stage 3, это что может быть вообще прекрасно? InsurgencyMusic.com. InsurgencyMusic.com. Straight motherfucking ballin'. Part 2, still ballin'. Corrupt up in this motherfucker. West side. Now ever since a nigga was a seed, only thing promised to me was the penitentiary. Still ballin', riding on these niggas cause they lame. In a 6-1 Chevy, still heavy in this game. Can you feel me? Blame it on my mama, I'm a thug nigga. Up before the sun rise, quicker than the drug dealers. Tell me if it's on. Nigga, then we first the born bust on these bitch made niggas. Sit 'em up, West side. Ain't nobody love me as a broke nigga. Finger on the trigger, Lord forgive me if I smoke niggas. I love my female strap. No fucking from the back, I get my currency in stacks. California's where I'm at, riding. Pass by, why these niggas wonder why I got shot but didn't die. Let them see who's next to try. Did I cry? Hell nah, nigga, tears shed. For all my homies in the pen, many peers dead, niggas still ballin'. Till the day I die.
Приехали в Макдональдс. Это жесть. А? Это грязь. У тебя все нормально, братан? С головой? Да вообще по жизни. Только это и На всё. Востеке ездил. Понял. в Москве. Очень нравится, но тяжелый, сука, боковина, ебать какая. Чтоб не заболела? Жесткая. Понял. Весь порог. Супер редкая М3 F80. Я Виталику потом все скидывали. Сейчас, подожди, я выставлю. Блин, катанные машины ненавижу. Почему? Некомфортно? Да, мне не нравится. Как ты себя в ней чувствуешь? Нормально. Как дома. Я ему вчера когда сказал, что посажу тебя за руль, он так за резину начал переживать. Ну, сейчас переживает. Ну да. Ну ладно, что он пару кадров сделал. Подожди, нам нужен Алексеевич. Зачем? Ну, чтобы он, ты ж фоткать будешь, чтобы он поснимался. Так, сейчас Саня будет снимать вот этот поворот. Держи, Сань. Я сзади снимаю? Нет, на улице. Капец, что за кадр получился. Да? Вообще прям. Прям в HP? А ну покажи. Меня не снимай, только вот фотографию снимай. Давай. Хоть что видно. Короче, братва, все увидите потом. Это вообще прям. Прям кайф. Слышь, он Да, довольный, да, как еще. будто лотерею выиграл какую-то. Не, ну фотки прям. Давай еще раз, я хочу сфоткать, как ты уходишь, понял? С дымом в жопу. Вот этот момент. Саша, это жесть вообще. Такую. О, крутая. Блин, М3 кайф, не знаю. Мне она в миллиард раз больше нравится, чем М4. Прям хорошая. Жопа у нее жирная. Давай там про М3 ничего хорошего не говори. Только что сказал. Лучше это не выкладывай. Да выложу, Мой выложу. тебе совет. Причем Было. ролик с М4 выложил. Жирные жесть. Ehi, Anna, ci beccavamo nel bando sopra il booster. Anna fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. Già passaggio assicurato sopra questo diesel. Bando sopra il booster. Anna fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. Già passaggio assicurato sopra questo diesel. Ho il caffè, ma massimo vado, mi anche non do. Я заснял. Я тоже. Крым наш. Ситуация просто. Ситуация. А, что-то потекло. Ноу. Что это, охлаждайка? Арнольд словился. Ауч. Блядь. Блядь, нахуй этот бак. Да, зачем так близко ты ешь? Еще фару ебал. Блядь, у меня фара. Фара целая? Да, ладно. Что думаешь? Я должен был быть между ними. Хорошо, что ты не был между ними. Бля, жалко. Вернула, я начал тормозить на вот этом, видишь, вот следы даже. Виталик, ты хотел в улов? Что скажешь по этому поводу, брат? Улов, охуенно. Никогда не расстраивайтесь. Ну получилось, получилось. Это жизнь. Жалко, что машина была целая. Так, ситуация максимально неприятная произошла, конечно же. Но я считаю, что в этой ситуации не виноват никто, потому что, ну, оба же дуплили. Тут надо разобрать и вообще посмотреть, что он до меня. Да, колесико ушло все-таки. Сделано, ты его можешь запаять просто и все.
Да, честно, я такие вещи не хочу делать. Не дай бог, где-то, блядь, скаканет температура. Что думаешь? Не, это ничего не будет. Хорошо, что это не я. Дырки просто не было, чтобы он не потому что... Козёл. А ты уверен, что это именно это? Это антифриз, да? Зеленый. Но это не радиатор, он есть нормально. Чё, брат, контент есть? Да. Чё скажешь? Я скажу, что ситуация это грустно или весело. Я процитирую классика, это печально. Но ничего, бывает. Эта машина, она 75 тысяч проехала, она даже не поцарапанная была, мною лично. Есть кадры, которые мне ее ебанули. Она тобой не поцарапана. Все нормально. Знаешь, как это у меня металл. не было ни одной поцарапанной, но я поцарапал. Эмоции превыше всего. Согласен. Ну что, Саша? Грустная часть какого-то из роликов. Слава богу, что мы с ней все сняли. Мы с ней сделали все, что могли. Так, сегодня на вот этом замечательном прицепе уезжает машина «История». Нашинская РС-6. Она уезжает в Екатеринбург. Надеюсь, мы когда-нибудь ее еще увидим. Надеюсь. Не, ну в Екатеринбург поедем? Конечно. Все. Знакомьтесь, это новые хозяева РС-6. Почему? Вот зачем вы ее забираете? Почему вот? Потому что у нас в ЕКБ тоже должна быть такая красота. А у вас есть в Екатеринбурге РС-6? Есть, но они все на стоке обычно. А, ну это же проблема решаем. Почему вот РС-6? Почему не М5? Почему не Seat Leon? Жесть, она длиннее, чем Амарок. Это же Амарок? Офигеть, какая она корова. Новый хозяин РС-6. Да, всем привет, я Макс из Екатеринбурга, владелец мастерской ShitSkills. Где родился, расскажи уже. Свердловск. Свердловск? Да. Почему РС-6? Почему? Почему РС-6? Да, ну, вот. Потому что ВАГ довольно-таки надежен, как показала Согласен, практика. да. То есть, у нас уже много собранных проектов, и вот чтобы еще раз опровергнуть, что ВАГ говно ломается, будем собирать Stage 3. Ага. Я, честно, безумно благодарен и этой машине, и Алику, хозяину машины, который владел ей с какого? Где-то с 2015 года он ей владел. В ней есть какая-то вот душа, я это уже миллиард раз говорил. Зато есть что вспомнить. Oh